Я вам расскажу сначала новость, которую владыки сказали мне. Вот, вы знаете, что 16 марта произошел вот третий пожар, такой большой, да, и сгорел дом. И получилось таким образом, что вот первый пожар был ровно почти 6 лет назад. То есть прошла половина космического 12-летнего цикла. То есть, значит, 19 апреля 2012 года, получается, был первый пожар. Вот, и проходит, значит, 6 лет без 1 месяца, и происходит еще один пожар, когда дом в итоге сгорает полностью. Вот. То есть, и интересно то, что это происходит 16 марта. И вы, наверное, если диктовки читали, помните, что все события почему-то у них начинаются в марте. Мантию посланника мне дают в 2004 году, по-моему, там 16 марта или 12 марта, я сейчас не помню точно. Потом, значит, диктовки начинаются 4 марта 2005 года. Вот. Ну вот, и, соответственно, 16 марта 2018 года все заканчивается. Вот. Ну, это какой-то большой знак был на физическом плане, вот, и поэтому я не могла не спросить владык, что же в итоге это значит. И вот я медитирую, между прочим, да, медитирую я 25 марта. Вот у меня тут написано. 25 марта это происходит. И, значит, спрашиваю, было ли заседание кармического правления, есть ли какие-то решения в отношении меня. Вот. Ну и мне тут говорится, я все не буду вам говорить. Это для меня личные указания. Но то, что касается вас, значит, была сказана вот такая фраза. Вот слушайте ее внимательно. Миссия в России завершена. Происходит заседание кармического правления в день весеннего равноденствия. И в отношении меня принимается решение кармическим правлением. Миссия в России завершена. Таким образом, я дальше медитирую опять, каждый день, опять спрашиваю, потому что мне непонятно это, что это значит. Ну, тут тоже опять много говорится, все больше для меня. Вот то, что можно сказать всем. Была дана божественная возможность. Она продолжалась с 2004 по 2018 год в России. И светоносцы сделали выбор в пользу небожественного пути. Миссия завершена. То есть, если мы как бы вспомним, зачем владыки давали эту миссию, то есть потрачено было колоссальное количество усилий, энергии было затрачено много. Для чего? Для того, чтобы предоставить миру альтернативный путь развития. То есть все общество, вот глобально, весь земной шар сейчас идет по пути общества потребления. И владыки предприняли усилия показать миру другой путь, альтернативный путь развития общества.
Поэтому было дано вот это учение вот в течение, получается, 14 лет. Оно давалось на территории России. И сейчас уже очевидно, что миссия провалилась, скажем так. Вот. И поэтому владыки ее завершили. Что это значит? Это значит, что ничего больше, никаких инициатив предпринято на территории России не будет. Ну, я так это понимаю. Но в то же время владыки меня заверяют, что у меня есть мантия, и она работает. Действующая мантия посланника Великого Белого Братства. Зачем это надо еще в дальнейшем, мне не говорят. Но в России миссия завершена. И в этой связи я дальше спрашиваю, я говорю, люди соберутся, они будут спрашивать, что мне им отвечать. Вот. Ну и дальше я потом эту фразу прочитаю. Дам вам такой образ. Вот когда в самом начале миссия начиналась, это был там 2004-2005 год, вот, все было легко. И это можно сравнить с тем, что вот, допустим, вершина горы, да, и у каждого задача взять вот камень, да, и донести его до вершины горы. То есть нужно взять этот камень и донести до вершины горы. До вершины горы там может быть там метр или 2 метра, у кого сколько, да? Вот. Ну и люди один за другим делают выборы. То есть вот кто-то считает, что зачем я сейчас потащу этот камень, я еще молодой, там у меня есть чем заняться в жизни, и бросает этот камень. Другой там говорит, что у меня семья, мне надо о ней заботиться, бросает камень. Третий, значит, считает, что нужно получить от жизни удовольствие, пока еще есть возможность, еще что-то считает. Каждый делает свой выбор. И эти камни, они падают с каждым этим выбором и скатываются к подножью этой горы. Понимаете, что происходит? Несколько сотен, а может быть даже тысяч светоносцев, которые пришли в воплощение с определенной миссией и должны были что-то делать, они бросили, они сделали другой выбор. Это не выбор одного человека, это не выбор, там, скажем, десятков людей, это совокупный выбор всей нации. Потому что нация делает выбор в лице своих лучших представителей, светоносцев. И была большая возможность на протяжении 14 лет делать выборы. Вот. И каждый решил, что у него есть более важные какие-то цели, задачи. Фактически все сделали свои выборы к настоящему моменту. Ну и что получилось? Получилось, что те камни, которые все должны были донести до вершины, они скатились к подножью. Ну вот дальше я возвращаюсь к той фразе, которую сказал Санат Кумара. И я спрашиваю, что делать людям, которые соберутся на встречу Сириус-центров? Они должны заслужить новую божественную возможность. То есть вот эти вот камни, которые скатились к вершине божественного сознания, вот их теперь придется тащить на вершину, но уже от подножья, а не несколько метров, которые были до вершины в начале божественной возможности.